Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема сегодняшнего видео – какие тайны скрыты от вас? Видео актуально как для мужчин, так и для женщин в любой момент на момент просмотра видео. Мужчины, пожалуйста, переворачивайте информацию на себя. Для начала, по традиции, мы посмотрим ваш портрет, кто вы, кто пришел на расклад, и если с вами резонирует, то продолжаем смотреть дальше. Если не резонирует, ничего писать не нужно, вы можете посмотреть другие видео на нашем канале или на канале других авторов. Гадать сегодня мы будем на двух данных колодах, которые вы сейчас видите на экране. Итак, продолжаем наш расклад. Сейчас расслабьтесь, ни о ком и ни о чем не думайте. Думайте только о себе, мы посмотрим ваш портрет, кто вы, кто пришел на расклад. Пришел человек, который обладает каким-то даром, ясновидение, яснослышание. Очень хорошо работает интуиция, четкий склад ума, внутренние разговоры. Можете сами с собой разговаривать. Вот как скажете, сбывается. Может так происходить, что когда вот только на вас кто-нибудь разозлится, что-то с этим человеком обязательно произойдет, случится неприятное. Здесь показывают человека, который не боится работы, не стыдится работу. Имейте такую рациональность во всем, в чувствах, в финансах. Есть сейчас какие-то опасения, вы очень много об этом думаете, крутите в голове, прокручиваете даже информацию о ком-то. Это может касаться мужчин, выбора или, в принципе, отношений. По пути здесь человек думает о работе или рабочие какие-то процессы в голове. Часто в последнее время вам снятся какие-то определенно одинаковые сны или какие-то определенно одинаковая локация или одинаковые какие-то действия. Уже сейчас подаются вам какие-то знаки. Не верите вы никому. Вы человек, который всегда берется за любые возможности, которые даются в вашей жизни. Ничего вы не пропустили, как вам может казаться, что вы что-то упустили. Но наоборот, все произошло так, как нужно, наилучшим для вас образом. Какое-то есть опустошение на сегодняшний день по поводу чувств. Может быть, даже обнуление этих чувств. Вы хотите что-то поменять в своей жизни, но вы очень сильно думаете над чем-то негативным. Кого-то, может быть, ревнуете, или же человек держится за свои деньги, за то, что у него есть, и не хочет отдавать никому. Вы сейчас здесь, кто-то может держаться за какую-то работу, но работа его может не устраивать. Устаете от этого, это не ваше, как вы можете чувствовать, но вы за это держитесь. Здесь человек скоро выйдет из того состояния или даже то, к чему привык, но боялись отпустить. Это как чемодан без ручки. Вы из этого выйдете, куда-то пойдете на что-то новое. Может даже новое предложение быть, новый проект, новые перспективы какие-то. Обман, предательство вокруг. Вы никому не доверяете из этого. Касается чувств. Надеялись на кого-то, но ваши планы и мечты разбились. Не то, о чем вы думали. Вы думали, будет так, а сложилось все иначе. Из-за какого-то человека, здесь, скорее всего, мужчина. Вообще, по себе вы человек такой, который долго старается не держать. Но вот именно кто-то конкретно врезался в вашу голову и не отпускает вас. Эти мысли не отпускают вас. Очень много переживаете о любви, думаете об этом, о каких-то отношениях, о чувствах. Здесь кто-то не хочет быть сам. Держится за то, что есть, а кто-то здесь долго ищет или долго один находится. Здесь такое чувство есть внутри неприятное о себе, что я какая-то не такая, поэтому на меня никто не обращает внимания. Или же у меня тяжелый характер, сложный характер. Можете иногда вспылить, психануть, ударить по столу. Но вы себя опять-таки сдерживаете в чем-то. Иногда бывает, что-то терпите или какую-то боль внутри проносите. Не вытаскиваете наружу. Но в один прекрасный день я говорю, что вы можете как психануть, как ударить или что-то натворить. Вот так вот. Долго вы не терпите. Вернее, это все потом в одночасье выкипает. Ну, вы сейчас сосредоточены на заработке, на деньги, на работу, на какие-то дела, важные дела, на обучение, возможно, кто-то. Человек вы такой, который, в принципе, себе что-то обещает, и он выполняет. Или пишите, когда список, вы все выполняете обязательно по списку. Это вот как коллаж желаний, который, когда вы клеите его, и вот начинает желание сбываться. Также и списки у вас работают. Вы потом смотрите эти списки, и вы все сделали, все выполнили. Умничка здесь, женщина. Показывает, что вы
Консерватор вы. Людям не нравится вот эта ваша консервативность. Вы человек еще такой, который докапывается до мелочей, до деталей в себе, неважно, в окружении где-то. Копаете до ядра. Скрупулезная очень. И вот кому-то это не нравится, кто-то с этим психует, злится на это. Были конфликтные ситуации, у вас были в жизни и драки, возможно, дрались вы, хоть вы и женщина. Или же здесь человек, которого постоянно вытаскивают на какие-то конфликты или провоцировать вас пытались. Возможно, даже в детстве вас провоцировали. У вас опасения на самом деле, что вы останетесь одна почему-то. Хотя здесь показывают, что вы никогда одна не будете. Здесь около вас постоянно крутятся какие-то мужчины. И определенно есть какой-то мужчина, который смотрит на вас, но человек находится в семье, женатый. А так, в принципе, в целом на вас смотрят мужчины. Не обязательно, что женатики, да, здесь определенно есть кто-то, кто смотрит на вас, но он находится именно в отношениях в семье. А вы такого тоже не хотите. Ну и правильно. Здесь вы не хотите быть третьей лишней, вы не хотите разрушать чью-то семью. Вы, кстати, думаете и об окружающих. И здесь человек, который, кстати, даже заботится о природе. Никогда не выбросите мусор на землю. Вы обязательно ищете мусорку. Куда это выбросить? Даже какую-то маленькую бумажку, пленочку и так далее. Вот такая вы. Старайтесь содержать чистоту не только в себе, чистоплотный человек, но и в окружении, в окружающей среде. Посмотрим, какие тайны же от вас скрыты. Думайте сейчас только о себе. Вас хочет кто-то навестить. Рабочие моменты это. Кому-то придет информация с работы, связанная с деньгами или с какими-то бумажками. А кто-то именно конкретно хочет вас навестить на рабочем месте. Еще раз на вас взглянуть, посмотреть. Вы близки ему. Он хочет заявиться к вам на работу. Он хочет решить какие-то свои и дела еще с вами. Человек поступит так, как хочет он. Будет настаивать или на своем, или упираться, или манипулировать как-то. Я вижу, что вы здесь страдаете, мучаетесь. Или же человек будет, знаете, вот именно намекать на что-то, но чтобы сделалось по его. А здесь показывают, что вам ничего не остается, как в чем-то ему или помочь, или пойти на уступки. Он продумывает это, вы еще об этом не знаете. Он на расстоянии находится. Кстати, очень много думает о вас, какие-то и тревожные есть мысли. Или есть момент того, что вы можете с чем-то не согласиться. Человек может думать, что не думать, а вот в себе это держать, что я ей когда-то помогал, протягивал руку помощи или оказывал какую-то услугу. И теперь он хочет вот как взамен, чтобы вы тоже в чем-то или помогли, или сделали по его. Тут есть чувство любви даже, или симпатии по отношению к вам. Человек такой скрытный, поэтому за 7 печатями. Человек в чем-то сейчас очень сильно на самом деле может переживать, думать, какие-то проблемы в его жизни, может даже поделиться этой проблемой, рассказать или попросить о помощи, чтобы вы помогли в какой-то его ситуации. Ему нужно что-то решить, потому что что-то здесь плохо все. Разрешить какую-то конфликтную ситуацию даже. Здесь, может быть, у вас был конфликт с этим мужчиной или недопонимание какое-то, спор. Спорили о чем-то. Человек понял что-то из этого спора для себя. Искуситель. Семейный человек. Вот смотрите, семейный, а вы нравитесь, или вы симпатичны ему. Также еще здесь звезда еще. Здесь может склоняться к тому, например, даже если вы работаете в каком-то учреждении, где приходят клиенты, есть влюбленный в вас клиент. И человек почему-то никуда не хочет, например, много касс, да, или много обслуживающего персонала, но он хочет к вам, вы ему более симпатичны, наиболее симпатичны. А у кого-то здесь момент такой, да, что человек в вас влюблен. Может быть, несколько раз к вам похаживает на рабочее место. Здесь тайна о том, что, во-первых, человек к вам придет, это вам еще неизвестно. А второе, то, что у него есть семья, он в отношениях.
Но он этого и не будет скрывать, скорее всего. Так, какие тайны скрыты еще от вас? Здесь у кого-то, вот хочется сказать, или застои, тромбы какие-то. Здесь человек или мало пьет жидкость. Здесь нужно вот пробить какой-то канал или пробить вот эти вот тромбы. Здесь касается вашего здоровья. Вы вот как знаете, да ладно, да потом. И притом у вас уже есть какие-то симптомы на то указывающие. Например, болит постоянно голова, мигрени какие-то. Вот как будто бы кровь плохо циркулирует. Здесь касается вашего тела, вас конкретно. Здесь может даже вот помочь что-то, что разжижает кровь. Или пить больше жидкости, воды. Тогда ваше состояние улучшится. Да, вас что-то мучает, какая-то болячка, но вы на нее как-то, вы знаете, я занята, работаю, или потом, да потом. Вы знаете, или схожу к доктору, потом куда-то все откладываете, надо сейчас. Здесь может быть даже из-за этого развиться какое-то заболевание. Здесь нужно, я бы сказала, даже... Давайте, проще говоря, больше пить жидкости, воды, не газированной воды, именно чистой воды. Да, здесь проследите за своим здоровьем. Здесь у кого-то может быть даже как? Что-то развивается. Это надо останавливать сейчас. Здесь, кстати, у вас на выбор есть все. Вам нужно выбрать подходящее для вас. Или по рекомендации врача. Да, послушайте, может, доктора. Здесь не то, что может. Послушайте доктора, если вы что-то собираетесь принимать. И не нужно спорить. Здесь будет найдено решение этой ситуации. Может быть, даже кому-то для профилактики сходить, провериться. Здесь ситуация решится. Здесь какой-то застой, реально застой. Здесь может на самом деле очень часто болеть голова. Или вы очень много пьете жидкости, и из этого кровь плохо циркулирует по телу. Из-за этого происходят какие-то или болячки, или высыпания на теле. Могут быть. У кого-то, да, вообще тело или постоянно то там почешется, то что-то происходит такое. Уже процесс, он выявлен, виден, так скажем, виден наяву. Смотрим дальше. Что от вас скрыто? Хочется сюда сказать, вы не знаете, как вы умеете все. Вам только нужно помочь, вас нужно сдвинуть с места. Вы или засиделись, или же, вы знаете, человек, когда на чем-то другом сосредоточен, совершенно не на том, что несет ему какие-то именно выгоды в его жизни. Здесь и касается больше материи, материального чего-то. Вы можете добиться этого очень легко с помощью кого-то, да, или послушав кого-то, скорее больше послушав какого-то мужчину, человека. Это, возможно, даже может быть какой-то коуч, учитель, блогер, да, кто угодно, который вам может что-то подсказать. Вы, возможно, можете даже включить любое попавшееся видео и послушать чьи-то рекомендации. Вот так вот даже. Методом тыка. Придет к вам интересная идея. Но вам сначала нужно убрать мысли, которые тревожат вас о ком-то. Вы о ком-то думаете. Я вижу, что вы можете даже переживать о каких-то отношениях. Вам об этом не надо думать. Вам нужно думать о каких-то своих возможностях, о своих умениях, что вы умеете. Вот туда нужно двигаться. Здесь выходит фортуна, вам очень сильно подфартит в жизни. Очень сильно. Здесь получается, что жизнь из-за этого очень сильно поменяется или будет играть новыми красками.
У кого-то может быть такой застой, что вот кажется все серым и мрачным. На самом деле все вот на виду или есть уже в вашем пространстве. Пользуйтесь. Притом у вас неплохие знания. Можно еще подучиться. Знания никогда не мешали, не бывали лишними. У вас, кстати, и знакомые такие, у которых на самом деле тоже какая-то вот энергия, так скажем, да, какой-то замкнутый круг, когда человек как в клетке не может выбраться ни туда, ни сюда. Здесь может быть даже зона комфорта, из которой не хочется выходить. Вот какие-то вот друзья, знакомые и так далее. Люди вот именно с такой энергией. И они вот как будто бы вас тоже втягивают туда же. Туда же. Или вы повторяете их. Не специально, да, а так происходит, что у вас судьба с ними повторяется. Возьмите себе за правило что-то изучать. Вот найдите для себя то, что вам нравится, и начните это упорно изучать. Уделяйте этому немного времени в день, и так каждый день. И на протяжении 365 дней, то есть это за год, представьте, сколько у вас будет знаний. Представьте, как вы можете двинуться вперед, и очень сильно. Очень сильно. Вам не нужно здесь ни на кого полагаться, ни на чьи какие-то знания, умения, потому что эти люди хитрецы. Тут показывают, есть в вашем пространстве хитрые люди. Они могут сами воспользоваться вашими знаниями. Вы учите, вы знаете, хорошо. Продолжайте, делайте что-то. Но никому не нужно и ни у кого брать эти знания, и никому давать эти знания, то, что вы учите. Какие тайны? Тайны касаемо каких-то бумаг. Какой-то мужчина прикрывается чем-то или хочет что-то отстоять по правосудию и выиграть. Он видит, кстати, все козыри в ваших руках или выгоды какие-то. Также видит, какие-то у вас есть ценные бумаги или на самом деле козырные карты, которыми вы можете воспользоваться. Дело идет о том, что вы можете даже и шантажировать, как он считает. Она может меня этим шантажировать или может меня вот так вот пред всеми представить в каком-то плохом или нелицеприятном амплуа. Что-то у вас есть, какие-то алиби на кого-то. Мужчина дожидается помощи от высших сил. Даже это настолько ситуация его гнетет, что он обращается куда-то во Вселенную, к Богу, чтобы ему помогли вывести что-то. С вами не нужно бороться, это бесполезно, это бесполезно. Себе же сам по голове получишь, вот так вот. У человека, кстати, который даже не будет махать палками, скорее всего, ситуация разрешится, но она разрешается в вашу пользу. Здесь мужчине нужно тоже свой взор не на эту проблему обращать, а на совершенно другое, что несет в себе для него выгоды. Он смотрит сюда, ему солит какую-то ситуацию. Все равно он проиграет, показывают. Если он будет дальше продолжать бороться, человек или погибнет, или заболеет. Вот так вот. Здесь может быть нервная система пошатнется. Да, или что-то разрушится в его жизни. А вы же пройдете и не всплакнете, даже по нему, понимаете? Вот как-то так. Он, кстати, переживает, и он думает, как можно с вас сбить корону или сбить вас вот с толку, чтобы вы что-то там не подписали, не сделали, не причинили ему тем самым какой-то вред. Да, он боится о том, что вы можете, у вас что-то есть, у вас есть какие-то доказательства, факты, которые вы можете предоставить, и его жизнь подшатнется или вообще уничтожится, разрушится. И этого он боится. Может даже момент того, что человек боится за свои какие-то финансы или сбережения. Так, какие еще тайны скрыты от вас? О том, что вы скоро будете счастливы.
или в одиночку, но счастливо. Здесь реально человек не специально, да, сидит и радуется, улыбается, вернее, а он реально счастлив. Здесь может даже и в одиночестве быть счастье. Здесь произойдут, потому что какие-то глобальные перемены в вашей жизни. Здесь поменяется все, даже могут поменяться, в первую очередь поменяются ваши какие-то привычки. Вот вы привыкли так, теперь вы поступаете иначе. А вы знаете, сюда сразу что вспомнилось? Тоже есть такой момент практики, когда мы специально, например, что-то меняем, путь, дорогу, да, вот на работу мы ходим одним и тем же путем. А мы сегодня пойдем не этим путем на эту работу, а вот другим путем. Или сменим работу, или поменяем место жительства, или поменяем имя, фамилию в паспорте, да, или что-то. И у нас судьба начинает меняться. Вот также я вижу, что вы меняете, но здесь меняются какие-то привычки. Но это не специально. Просто я вспомнила сюда этот ритуал. Вы можете тоже проделать данный ритуал, но здесь дело не в ритуале. Здесь вы об этом даже и не знали, и здесь вы уже от чего-то и так хотели избавиться. Возможно, даже это может быть элементарно дома что-то. Поменять диван, поменять шторы, поменять палас, да, например, ковер. Или еще что-то, обои там и так далее. Может быть, вообще в целом сделать реконструкцию квартиры, дома и так далее. И вы к этому... У вас будет на это, скорее всего, средства, или же, да, у вас будут на это возможности. Вы будете очень счастливы. Даже здесь момент такого, что бросить какие-то пагубные привычки или вот что-то поменять. И вот это поменять несет в себе огромные перемены. Да, у кого-то вот что-то стоит такое лишнее, оно вот как задержалось уже у меня долго и пылится, и оно мне не нужно. До этого много чего может быть. Вот так же, как я разгребала шкаф, и вот половину чего повыкидывала, просто повыбрасывала. Вот буквально, да, через несколько часов приходит мне информация, даже не дней, да, у кого-то может и дней, у кого-то, ну, тут может быстро это случиться, скорее всего. И ко мне приходит нужная информация, полезная информация, я бы сказала, даже, как сказать, счастливая информация. Вот так же у вас. Это было просто быстро, моментально. Также и вы вот что-то разгребете или уберете какие-то реально привычки. Ковыряться в носу, например. Ну, а кто знает, да, там не обязательно в носу, это я так говорю, утрирую. Может, вы привыкли вечером приходить, смотреть фильм, насыпать себе чипсов, но вы понимаете, что это вредно. И теперь я не буду этого делать. Теперь я вместо этого возьму то, что как раз-таки положительно влияет на мое здоровье. Не заполняюсь холестерином, да, вот так. Здесь момент таких радостных эмоций, это может у кого есть дети, это может быть связано с детьми, это может быть и в совокупности и для вас, и для детей. Что-то такое вас порадует, детей тоже. Здесь может быть даже кто-то куда-то на радостях захочет отправиться, поехать. Здесь у кого-то может быть приглашение на какое-то событие, у кого-то знакомство сразу с несколькими мужчинами. Для вас, знаете, будет даже такой момент счастливый в том, что на вас обращают внимание, вы пользуетесь спросом, вот как вы можете себе сказать, да, или я женщина-конфетка, почувствовать вот эту женскую энергию, прокачать себя как женщина. На самом деле очень приятно. Здесь какие-то идут и взгляды в вашу сторону, возможно, комплименты тоже могут быть, или подарки. Но здесь самооценка сразу же и вырастет. Здесь, вы знаете, что-то еще хочется делать, и еще, и это до бесконечности. Вы на самом деле женщина, которая не просто трансформируется, она трансформируется в лучшую сторону, она растет, она улучшается. Возможно, здесь кто-то займется омоложением или какими-то такими процедурами для омоложения. Вот так. Украшать будете себя. Слушайте, на вашу энергию здесь подтягиваются сразу и все. Здесь даже может быть женщина одинока и с детьми.
Или здесь может быть даже еще та информация идет, когда вы были беременны, на вашу энергию подтягивались мужчины, смотрели ваш адрес. Вам, знаете, вот как возбуждение, момент вы возбуждали мужчин, когда вы были в состоянии беременности здесь. А у кого-то может проходить именно... А у кого-то на самом деле может быть беременность. Слушайте, здесь могут быть новости, связанные с беременностью. Один мужчина уйдет, он не выдержит чего-то. Он чего-то не выдержит. Или не выдержит за вами бегать. Вы как-то забьете на этого мужчину, а вот у кого-то на вас будет очень сильный запал. Просто посмотрел, увидел и, хочется сказать, победил, но не победил. Да, человек еще будет, возможно, очень много о вас думать и искать вас где-то. Возможно, выслеживать. Он больше идет сюда интернет. У кого-то может быть знакомство в интернете. Знаете, вы вот как-то всерьез никого не воспринимаете на сегодняшний день. Вы хотите эмоций, чувств, но вы не хотите. Вот понимаете? Вы хотите мужчину, вы хотите каких-то отношений, но в то же время вы понимаете не с кем. Или вот это мне не надо, вот это не надо. В итоге, да я не хочу. Вы вот, знаете, будете через мужчин прокачивать себя как женщина, силу вот эту. Здесь даже момент такой страстности. В какой-то степени вы даже начнете покупать для себя то или одеваться так, что вызывает в вас страсть. Вот посмотрев на вас, вызывает страсть женственная. Красивые каблучки, юбочки и так далее, платьюшки. Помады красные, ну не только красные, может и розовые, да что угодно. Здесь и бывшие сразу объявятся. И бывшие сразу объявятся. Тут на порог придут сразу и все. Возможно, даже под предлогом вам в чем-то помочь, прибить гвоздик. Вот так. Вы и сама можете гвоздь прибить. Императрица, она женщина, которая, в принципе, ни в чем не нуждается. Она или заплатит, или сама прибьет. Вот так. Она не будет просить об этом и умолять мужчину. Она знает себе цену, женская гордость у нее присутствует. Сразу говорю, вы женщина-прорицательница. Передаете информацию, тайная жрица. Вы, скорее всего, видите и чувствуете насквозь. Вот как сканер. Вы посмотрели на человека и сразу его сканировали и поняли для себя, кто это. И уже сделали вывод, надо оно вам или нет. Так, какие тайны еще скрыты от вас? Смотрите. Проявите эту любовь к деньгам, наконец-таки уже. Здесь человек или боится денег, да, или вот как-то прячется от них, или бывает тратит, но вот как-то не жалеет их. Перед тем, чтобы деньги потратить, обязательно деньги посчитайте. А когда оплачиваете, всегда скажите или оплачено, или благодарю. Это приумножит ваши деньги. Плюс есть еще ритуалы. Здесь, кстати, очень много мыслей может о деньгах быть, но вы вот как-то, знаете, мысль-то это одно, а любить деньги это другое. Вот научитесь любить деньги, уважать деньги, потому что это тоже энергия. Вы хотите ее много, и чтобы ее было много, приумножалась она, их нужно любить. Скорее всего, даже я бы сказала, перед тем, как за что-то заплатить, посчитать или посмотреть на свой счет, если вы платите картой, сколько у вас денег, а потом только сделать оплату. Тогда у вас прибудет. Также есть и ритуалы у нас на Бусти по сжиганию чеков. Можете перейти туда, подписаться. Внизу в описании есть ссылочка. И каждый месяц я всегда выставляю те даты, в которые можно сжигать чеки. Чеки, если у вас нету на руках чека, вы можете распечатать этот чек и тоже вложить между чеками. А в конце месяца или в определенные даты сжечь, да, или на последний день, именно в те даты, или вот в любой из этих дней вы можете сжигать чеки. Можете по чуть-чуть, можете все и сразу в один день, как хотите. И у вас приумножатся деньги, придут к вам обратно эти деньги, даже больше, вот так. Подписывайтесь. Да, вы хотите на что-то накопить крупное или купить что-то крупное. У вас есть или определенно какая-то крупная цель, к которой вы идете.
Но здесь момент такой, что вы, знаете, внезапно что-то для себя получите крупное, что имеет место быть тому, что это могут быть или деньги, или вот как раз-таки возможности на получение этих денег. Возможно, уже сейчас, я говорю, идет в процессе что-то, или момент, да, что вам об этом говорят, подсказывают со стороны извне. Люди, ситуации и так далее вас к чему-то определенно подводят тому, чтобы вы это получили что-то. Или диван роскошный, или что вы там хотите, квартиру, машину, деньги и так далее, работу перспективную. Здесь, кстати, вы будете, скорее всего, деньги эти получать из каких-то источников, где не просто вы заработали сама, да, здесь такая идет самостоятельность, здесь, скорее всего, вы будете иметь свое дело, или это самозанятый, или ИП. Здесь, может быть, кто-то будет сама себе хозяйка в жизни, в чувствах, в принципе, будете сами руководствоваться и деньгами, распоряжаться ими. Может быть, даже просто сама на себя работать, одна в одиночестве, да. Например, это может быть что угодно, блогинг или выпуск чего-то, может быть, даже продажа чего-то. Так, не надо ни на кого обижаться, отпустите. Вот сегодня сядьте и простите всех, на кого вы злились, о ком вы даже, может быть, плохо отзывались. Вот просто сядьте, простите их всех. Зажгите свечу, любую свечу, желательно светлых тонов, не красную и не черную, белую, да какую угодно, но не красную и не черную. Красную свечу мы зажигаем, когда мы хотим привлечь любовь в нашу жизнь или поддерживать гармоничные отношения в семье. Мы зажигаем красную свечу. Не то, что даже гармоничные, а именно любовные отношения. Да, у кого остыли чувства и так далее. Также красная свеча, она притягивает в вашу жизнь человека для любви. Притом, знаете, очень хорошо еще носить розовый кварц. Это для привлечения любви. Кто хочет выйти замуж, вы можете на безымянном пальце носить колечко золотое. Любое колечко, но не замужнее колечко, да, которое одевают на палец при замужестве. Обязательно носите на той руке в вашей стране, на какой принято. Потому что кто-то на левой, кто-то на правой носит замужние кольца. Вот если в вашей стране кто женился, вышел замуж, носят на правой руке, так вы на безымянном пальце правой руки одеваете золотое колечко, любое, хоть с птичкой, с цветочком, с чем угодно, и носите. Это именно для привлечения в вашу жизнь стабильного человека, для серьезных отношений, возможно, даже для замужества. Плюс, притом, это ритуал на то, чтобы в вашей жизни был комфорт, изобилие, даже финансы и так далее. Вы сами будете замечать, как откуда ни возьмись, к вам приходят какие-то деньги из разных источников тоже. Здесь могут быть не только деньги, здесь может все. Тут, в принципе, гармоничный какой-то и баланс. Вот так. Здесь вы будете получать что-то, что связано, опять-таки говорю, с вашей деятельностью, с вашими знаниями. Здесь перед вами откроется новая книга, может кто-то прочитает новую книгу, новая дверь, открытие какое-то сделается. Знаете, здесь что самое главное мешает, это какая-то трусость, боязнь или у меня не получится. Да, вот какие-то мысли, это уже несколько раз в раскладе выходит, что вы в чем-то сомневаетесь. Вы тем самым себя перед чем-то останавливаете, перед чем-то важным. Или когда что-то вы получаете, вы даже и в этом сомневаетесь. Например, вы получите огромную сумму или что-то крупное, да, о чем мечталось и хотелось, и вы начинаете сомневаться. Да не может быть. Если вам это не надо, и вы так произносите, то этого и не будет. Оно исчезнет. Или испортится, или сломается, да, или вот сквозь пальцы. Вот так вот. Если будете так думать, не держите никаких сомнений. Принимайте все, как оно есть. Как оно есть. Люди, ситуации, работа, деньги, финансы, здоровье, что угодно. Принимайте все, как вот оно должно, да, и поблагодарите. Благодарите, вот есть
Тоже практика благодарности, когда за все благодарен, даже за крем, которыми вы мажете руки, понимаете? За все угодно. За красивую свечечку, за красивую там кружечку, за все. Просто благодарю, благодарю. Научитесь говорить слово благодарю. Вы увидите тоже, как в вашу жизнь все вот постепенно, но гармонично приходит то, о чем, может быть, вы мечтаете, или сбываются какие-то ваши мечты, или у вас все получается. Вы пошли, все очереди стоят, а вас раз и первые пропустили. Как так? А потому что когда-то вы провели практику, благодарю, например, или да, что-то обязательно для этого сделали. Может быть, помогли кому-то. У вас плечо будет, понимаете, я бы сказала, даже несколько плеч. У вас несколько мужчин, несколько знакомств. Это может быть даже общение. Не отказывайтесь от общения с мужчинами. Не отказывайтесь от общения с женщинами. Женщины несут в себе именно женскую энергию. Мужчины несут в себе чувство уверенности, чувство защищенности, чувство некой такой свободы. И это не говорит о том, что с мужчиной сразу, если мужчина, то с ним надо спать. Или что между женщиной и мужчиной не существует дружбы. Кто эту дурь сказал, что не существует? Существует так же, как и с женщинами. Поэтому заводите знакомых, скорее всего, даже больше здесь показывают и мужчин, но они сами будут приходить. Не старайтесь их как-то отталкивать. Пусть они будут в вашей жизни. Пусть. Но ничего им не нужно, конечно, обещать, если вам не нравятся эти мужчины, но пусть они будут. Здесь момент такой, что вам вот в ваших ситуациях каких-то в жизни будут помогать мужчины. Там, знаете... Лишним оно не будет. Вы замечали еще такое, что вот верных и преданных всегда обманывают? Если вы включите, даже находясь в отношениях, конкуренцию мужчине, он вас будет больше ценить. Это с психологического аспекта. И вот здесь, да, та же ситуация. Даже если вы одна, да я себя ни на кого ничего. Почему? Это друзья. Или же вы находитесь в отношениях, как вы не имеете права иметь друга, если он появился. Да нет, у меня есть муж, да, и все, и все. И вот поверьте, пройдет какое-то время, вы сами почувствуете, показав мужчине вот эту свою, да я предана только тебе, как он постепенно начнет вытирать каким-то образом ноги. Заметьте просто даже тот факт. Можете написать в комментариях. Да, можем и послушать. Я читаю все комментарии, и не только я читаю, но и подписчики тоже читают комментарии. Можем на эту тему даже поговорить. Да, в том плане, что не вести диалоги, да, а каждый напишет то, что он думает по этому поводу. Мужчина несет денежную энергию еще вам. Но это и женская энергия тоже несет денежную энергию, когда вы общаетесь с женщинами. Но женщины, когда вы находитесь в отношениях, да, вот говорят, подруг надо убирать, их нужно убирать, да, но держать их просто на расстоянии, но не убирать. Вот в том плане. Не водить в дом, давай ты у меня переночуешь и так далее. Здесь скрывается какой-то ваш потенциал, будущий потенциал. Здесь скрывается ваша победа. Здесь на самом деле усиление той энергии будет идти, когда вы будете в социуме, скорее всего, в большей степени, да, не то, что с мужчинами общаться, там, с женщинами, в социуме, просто находиться в социуме. Здесь для вас будет подвластно все. Здесь, скорее всего, даже получение каких-то источников, новых источников информации для вашей деятельности или для вашего вдохновения тоже может быть. Здесь кому-то стоит посещать какие-то выставки, да, какие-то вот моменты, где присутствуют именно произведения каких-то искусств.
Это может быть и скульптуры, и картины, да что угодно, да, именно такое. Кому-то стоит посещать, может, даже театр. Для вас это будет и вдохновением на ваши какие-то дела. Появляться, в принципе, в социуме, там, где люди. Может быть, даже насчет обучения я вам говорила, здесь может быть и локальное обучение, где вы обучаетесь через онлайн, да, а вот может быть и лучше куда-нибудь записаться туда на курсы, где вот присутствует физическое тело, в физическом мире, да, общество, обмен энергией, обмен знаниями. Но здесь вот то, что вы изучаете, никому это не нужно распространять. Об этом уже говорилось. Здесь, да, на самом деле, здесь могут вестись какие-то слухи, но они вот как-то... Это, скорее всего, вас кем-то или называют, или, знаете, обсуждают ваши какие-то действия. Да, какой-то круг общества. Это может быть даже рабочий момент или, в принципе, ваши знакомые подруги. Какие-то действия, какие-то ваши достижения, возможно. Меньше выбрасывайте информацию о том, что вы делаете, вот самое главное. Делаете, работаете, о чем, учите чего. Меньше об этом говорите. Здесь вот люди могут как-то, знаете, так об этом говорить, даже не завидуя и ничего, а вот просто говорить, а оно вот куда-то сливается. И у вас что-то не получается из-за этого. Да, вы здесь остаетесь при чем. Или с нулем. Обнуление. Или вот только вас сказали, да, и происходит обнуление. Вы, может быть, чем-то похвастались или кому-то что-то сказали. Оно того не стоит. Так, далее. Дополнительно еще буду доставать другую колоду. Какие тайны скрыты от вас? Вот знаете, какой-то... Что не делается, все делать к лучшему. Здесь момент такой, когда-то в вашей жизни было нападение на вас именно магическим воздействием. Да, вот как-то пытались с вами манипулировать или привязать вас в какие-то отношения. Но это все обернулось тем, что вам в чем-то повезло, благодаря тому, что вы прошли. Притом это было сделано искусственно, да, вот как вмешательство. Но это все обернулось наилучшим образом для вас. Вот как было предписано по книге судьбы вашей, да, вот что на тебя будет это воздействие, и это, да, что-то произойдет определенно, и вот это как-то сложится таким-то образом для тебя. Вы, возможно, или защищались, или молились, да, здесь момент такой, как будто, может быть, кто-то за вас молился. Но вот все именно обошлось так, как раз таки, что это выгодно было для вас. Может, даже вот вас привязал кто-то к себе, да, вы ходили под этим человеком, но в этот момент вас, пока вы держались за кого-то, но вы не хотели, да, но вас влюбили в себя. Тот вариант, если бы вас бы не влюбили, вы бы влюбились в другого. Вот тот-то другой как раз-таки мог бы быть в вашей жизни плохим вариантом, да, где было бы плохо. На самом деле не все-то так и плохо. Оно, наоборот, обернулось лучшим образом. Отвели вас от кого-то наиболее опасного. А вы думали об этом. Вы скорее даже, вот знаете, как переживали и чувствовали что-то. В душе, да, было чувство, что я вот хожу под каким-то воздействием, или человек на меня как-то воздействует, или он, может быть, ходил на какие-то, да, совершал какой-то ритуал, чтобы влюбить в себя, или что. Да, вот что-то вы разглядели такое, заподозрили, почувствовали. Он же такой-то никакой, а вот как я смотрю на него влюбленными глазами. Может быть, он что-то делал, вот вы могли такое что-то чувствовать, или могли, в принципе, чувствовать какое-то воздействие.
Но какое-то время вы были вот в этом. Скорее всего, даже здесь были минусы свои. Здесь могло пошатнуться или здоровье, да, или вот именно какое-то состояние было не очень удовлетворительным. Может быть, много болезней, операций или еще чего-то было из этого. Это прям, я бы сказала, жесткая манипуляция над вами. Но в итоге вас отвели от чего-то худшего. От чего-то худшего вы бы могли все потерять. Да, мужчина незрелый. Незрелый. На вас влиял какой-то незрелый мужчина. Или молодой, моложе. Обиженка. Он до сих пор обижен или закрыт от вас. Знаете, он искусственно может улыбаться и говорить, что у него все хорошо. На самом деле, да, здесь какое-то закрытие и одиночество. И он может говорить, что, например, я счастлив с кем-то. На самом деле он несчастлив. Не то чтобы несчастлив, он, в принципе, от всех закрыт. Он один. Может, один он счастлив. С вами не разговаривает. Нет, здесь есть кто-то. Здесь есть кто-то. Но он от вас закрыт. Он на вас раньше влиял. Или вам неизвестна о нем информация на сегодняшний день. Так, смотрим дальше. Какие тайны? А тайна есть. От него тайна, от этого человека. Он вас раньше ревновал. Очень сильно ревновал. Здесь одна такая одна. И до сих пор по сей день он думает, что вы на свете такая одна, даже находясь в каких-то отношениях. Здесь может быть женат человек уже. Или находится в гражданском браке, неважно. Но человек вас сравнивает и по сей день, даже с новой пассией, что вы такая на свете одна. И раньше он так думал. Здесь момент даже был такого, что прибить. Моя или прибью. Вот такое. Или убью всех конкурентов. Знаете, такое, какая-то такая внутренняя жестокость. Собственничество. Да и вообще, в принципе, человек даже может не любить кого-то или что-то, но это мое и все. Никому не дам. Шею сверну. Вот такой какой-то. Он сейчас проживает в бедности, с копеечки на копеечку. Убивается или много работает и без толку. Человек вас до сих пор вспоминает. Вот о чем идет речь. Но он вам об этом не говорит и не скажет. Скрывает свое какое-то бедное состояние. Бедное состояние. Человек, возможно, очень много пьет. Пьет или зависим от чего-то. Есть какие-то зависимости. Таблетки могут быть какие-то. Даже лекарства. Слушайте, здесь человек даже считает, что вы на него магию проводите какую-то. Вы. Он сам рад. Он сам этим занимается. И он чувствует почему-то, что вы на него не чувствуете, а говорит, она меня держит. Притом здесь показывает, что он вас привязывал, держал. Он-то сам все и делал. Она меня, говорит, держит. Да, потому что чувства еще какие-то есть, не отпускают, да, человек вас в чем-то даже уважает, ценит. Здесь показывает, что вы поменяли жизнь этому человеку. Опа. Он как-то хотел к вам заявиться на порог, но, вы знаете, вот он не то чтобы передумал, он куда-то свильнул в другую сторону. Он испугался чего-то.
Здесь даже, вот знаете, чувство такое, что человек сейчас что-то теряет в жизни, и он понимает, что это какое-то наказание. Ему наказание за что-то. С другой стороны, он может думать, а может это воздействие от вас быть, да, именно в негативном ключе, что он что-то теряет, это воздействуете вы. Может быть, мстите за что-то по правосудию. Пытаетесь добиться справедливости тем самым. Окей. Давайте еще посмотрим, какие тайны скрыты от вас. Дама. Дама скрыто сует свой нос в вашу жизнь, в ваше пространство. Здесь есть чувство любопытства, здесь есть чувство и страха спросить вас напрямую о чем-то, поговорить с вами. Здесь человек видит, опять-таки, какие-то ваши потенциалы. Что вы, знаете, во-первых, вы в чем-то украшаетесь или лучше выглядите, собраннее в чем-то. Тут момент такой, что у вас на сегодняшний день есть какая-то новая актуальная информация. Она хочет владеть этой информацией или о чем-то знать. Также человек пытается пролезть в вашу голову, но здесь только догадки, а спросить напрямую она боится, не решается. Здесь может быть рабочий момент. Здесь связано это может быть даже с бумагами, с чем-то, с финансами. Здесь даже может речь идти о том, что сместить бы вас оттуда, да, убрать по нулю, вообще, чтобы вас там не было на этой работе, и занять ваше положение или ваше место. Также добиться тех же результатов, которые имеете вы. Притом вы в какой-то степени даже такая смелая, не боитесь ничего. А эта женщина действует всегда из-под тишка. Вы же напрямую заявите в лицо, а эта женщина всегда действует из-под тишка. Возможно, даже воздействует на вас магически, чтобы вы ушли, чтобы вы потеряли какое-то место или свое сегодняшнее положение. Почему? Здесь злость. Но здесь момент такой, что она хочет перемен в своей жизни. Обогащения, возможно. Здесь может быть чувство даже и зависти. Она одна, одиночка, нет у нее никого, даже, возможно, нет детей. Она может быть и в возрасте, и нет детей. Здесь даже, знаете, такая идет информация, что когда-то она потеряла, и после этого все. Точка. Точка. То есть это может быть женщина, у которой вообще нет ни семьи, ни детей. Но здесь речь идет о том, чтобы выиграть вас в каком-то споре или в какой-то ситуации, обогнать вас в чем-то, возможно, даже переплюнуть вас на работе. Вы занимаете какое-то положение, которое хочется занять ей. Вы получаете чего-то больше, нежели она. Вы имеете какие-то преимущества, которых нет у нее. Вот это она хочет в свои лапки. Здесь даже был момент такого выбора уйти или оставаться, или уйти и на новом месте, да, стать более такой продвинутой. Не то чтобы стать там, да, а где-то меня будут ценить или платить больше, или чего-то я добьюсь. Человек стремится к какой-то даже карьере, к росту. Здесь не хватает женщине любви. Здесь женщина, возможно, знакомится, но все тщетно. Из-за этого разочарование какое-то, злость. Здесь даже может смотреть на всех замужних со злостью. Или у кого есть дети, или кто счастлив, вот с какой-то завистью и злостью. Потому что у нее нет. Но у нее был в жизни шанс на детей. Здесь сложная жизнь этой женщины, так скажу. Здесь жизнь обошлась, вот хочется сказать, как она может считать несправедливо со мной. Или не дала этот шанс. Здесь, возможно, был выкидыш. Кесарево сечение, выкидыш или что-то такое, операция какая-то.
Знаете, она и злится и молится Богу. Это вот, ну, ни к чему. Это вот как вытереть полы и снова налить, понимаете? Вот зачем тогда это надо? Это вот так же, как злиться и ходить к Богу. И все опять рушится. Все в жизни рушится у этой женщины. Здесь поэтому какая-то злость, обида вас смести, вас уничтожить, да, вот какой-то такой неприязнь может быть по отношению к вам. Вы можете в ее тоне чувствовать к вам неприязнь. Да, человек как будто на вас или нападет, или вот именно недоброжелательный. Чувствуете эту какую-то агрессию, чувствуете какой-то негатив из этой женщины идет. Здесь желчь может даже, вот у человека изливается желчь. Человек может, да, такие люди часто любят на кого-то клеветать, наговаривать, кому-то, да, подстраивать что-то именно негативное. Но здесь, кстати, может быть или заговоры, или вам вслед что-то. Вот человек такое вот желает именно плохого. Женщина. Какие тайны за вашей спиной? Тайна вас обмануть. Это могут дети быть, даже у кого дети, а у кого-то идет через детей обман. У кого-то может даже манипуляция быть, детьми шантажировать. Даже, знаете, обмануть вас так, чтобы вы не поняли. Тут еще, знаете, как может попросить ребенка, чтобы у вас что-то спросил, а вы ответили. Или какой-то ребенок стоит и подслушивает информацию. О чем вы говорите, или как камера, что вы делаете, и кому-то передавать эту информацию. Вот в чем скрывается тайна. Также ребенок может в чем-то обманывать. У кого дети от 13 до 17 лет, здесь какой-то таится от детей обман. Дети врут в чем-то. Притом, смотрите, если это дети, вот здесь, вот знаете, притом они врут не просто так, они в чем-то переживают, есть какие-то проблемы. Может, стоит поговорить и вообще эту ситуацию, вот как сесть, поговорить, да, на чистую воду, без всяких скандалов, без того, что я тебе что-то сделаю, получишь у меня, да, вот это не надо. Здесь нужно разобраться в ситуации, ребенка может что-то тревожить. Это подростковый возраст, это, как называют здесь чехи, пуберты, вот подростковый возраст. И это такой сложный возраст. Здесь какая-то вот именно такая ситуация у ребенка может происходить, вот, которая требует тщательного внимания. Здесь может даже потом долгая обида, чуть ли не на всю жизнь за это быть. Тут нужно разобраться, поговорить. Здесь момент даже психолога. Может быть, сходить к психологу или послушать психологов, которые ведут тему именно о подростковом возрасте. Тоже может такая быть ситуация. А у кого-то именно обман через детей. Подсылают к вам детей, чтобы они что-то послушали или выведали у вас какую-то информацию. Это могут быть и ваши даже дети. Муж послал, понимаете? Чтобы посмотреть, что мама делает, или с кем разговаривает, и о чем. А расскажи мне, о чем мама разговаривает. На вас кто-то злится. Вот я говорю, из-за этого подслушивает информацию. Это может, опять-таки, если подростковый ребенок может на вас злиться. Внутренний конфликт какой-то быть. Или недопонимание. Вы заняты чем-то. У кого-то здесь еще идет так, что вот ребенок может думать, вы помогаете всем, но его не слышите. Даже это вот как-то на подсознание. Он видит, что вы обращены куда-то, в свои дела, в свои проблемы, но вот как-то его не слышите. Или ребенок об этом несколько раз вам повторял, вы не восприняли это, не услышали. Время проводите вместе, если это дети. Также здесь, смотрите, здесь кто-то распускает о вас какие-то забавные слухи и смеется. Почему-то это связано с деньгами или с вашим ресурсом. Бедненькая она, да, вы в чем-то... Вот смотрите, здесь вы наряжаетесь. Если вы наряжаетесь, кто-то говорит, что вы бедненькая. В том плане, что вы это делаете... Не потому что вам это нравится,
а потому что вы хотите кому-то понравиться, что на вас никто не смотрит, не обращает внимания, или у вас разочарование в любви. И вот кто-то над этим, хочется сказать, подхихикивает. У меня больше здесь идет мужчина. Или такая мужеподобная женщина. Такая, как пацанка. Не как мужик, а вот как пацанка такая. Или ведет себя как пацан. А может она даже походить на мальчика, такая женщина. Но больше здесь мужские энергии. Здесь, скорее всего, да, это мужчина подсмеивается. Мужчина, который на вас обижен. У него разные мысли, кстати, о вас. И даже есть еще физическое какое-то притяжение к вам. Или вы та еще конфетка, куколка. Хочется, горит в штанах. Вас кто-то защищает. Или, знаете, вы не боитесь ничего. Вот вы даже, когда он смеется, вы не ведетесь на какие-то определенные провокации, на которые хочется вывести. А вы, возможно, даже и не слушаете, не воспринимаете. Да, вы не слушаете, не воспринимаете всерьез. Поэтому даже этот смех идет такой фальшивый смех. Фальшивый смех. Вы ему нравитесь, но человек здесь не действует никак. Человеку плохо. Плохо вас видеть с кем-то. Или если же вы кого-то найдете, то ему будет очень плохо. Здесь, возможно, даже, знаете, у вас были отношения с этим человеком. Человек на вас имеет какую-то обиду, но до сих пор вы ему нравитесь. Но он не потерпит вас с кем-то увидеть. Он над вами посмеивается, но это не всерьез. Это вот, знаете, когда у человека что-то получается, а его называют дурачком. Он считает, что вам повезло в финансах, в деньгах, в заработках или с работой. Вам очень повезло. Вы очень много можете зарабатывать, что около вас на самом деле вы еще он на подсознании это понимает, как дурак ведет. Как дурак ведет себя на подсознании, понимает, что вы востребованная женщина. То есть вы одна не будете, двойка кубков. Точно, вы одна не будете. А так оно и есть, кстати, по вашей энергии, что вы одна не останетесь. Но он считает, что вы, если красуетесь, вы вот на самом деле как унижаетесь. Как пытаетесь подлизаться, да, мужчинам, чтобы на вас посмотрели, обратили на вас внимание, влюбились в вас или начали с вами какие-то отношения. Вот так он считает. Вы ярко, возможно, одеваетесь, проецируете это в мир, в люди. Он это видит, он это замечает. Но выглядите дорого и красиво. Даже хочется к вам побыстрее бы приехать или с вами пересечься. Он говорит, жизнь покажет по справедливости, жизнь покажет. Жизнь каждому устроит. Да, в какой-то степени даже от того, что видит вас, когда вы цветете и пахнете, вызывает бурю каких-то таких негативных эмоций в нем. Даже, может быть, так тонко зависть проходит легкая. Но не зависть, а здесь, да, вот, может быть, даже конкуренция, кто кого переборет, кто будет жить счастливее. Но это такая детская, пажская позиция. Посмотрите, да, паж выходит. Здесь детская позиция. Где-то он за вами смотрит, наблюдает или видит вас постоянно, да, где-то вы у него мелькаете. Вот так вот. Но он это скрывает, он даже может тайне наблюдать. Он наблюдает больше даже не то, чтобы за вами. Он может смотреть на вас, любоваться какими-то фотографиями, здесь такое есть. Где это было? Любоваться вами, но он больше смотрит, зацепила ли она кого-то, или увижу ли я фотографии, где вы с кем-то там за руку, или кто-то в вашем кадре появится.
такое любопытство продирает человека. Вот такой вот был у нас сегодня расклад. И спасибо всем, кто был сегодня с нами на канале. Спасибо за вашу поддержку, за вашу моральную поддержку, за ваши донаты, за спонсорство. И спасибо за то, что вы есть, за то, что мы вместе, за то, что есть и существует наша комьюнити Ведескара. И до встречи в следующих видео на канале Ведескара.